Всем добрый день! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом сиропа от кашля. Этот сироп можно также его готовить и для взрослых, и для детей. Начинаем готовить. Сахар я высыпаю в сотейник. Сотейник должен быть с толстым дном. Разогреваю сахар до тех пор, пока он расплавится и начнет превращаться в карамель, станет коричневого цвета. Но обязательно перемешивайте и следите, чтобы сахар не сгорел и не стал черного цвета. Он должен быть темно-коричневый, насыщенный. Перемешиваем до тех пор, пока сахар у нас полностью растворится. Вот такой цвет должен быть у карамели. Сейчас я вливаю сюда горячую воду и перемешиваю с водой до тех пор, пока у нас кусочки карамели у нас полностью растворятся в горячей воде. Сейчас будем добавлять лавровый лист, 3-4 лавровых листа, тимьян свежий или можно добавить сухой, мята свежая или также сухую используем, шалфей, и добавляю 2 пакетика чая эхиноцея. Я пакеты не разрываю, сразу в пакетах опускаю в сироп. И также 2 чайных пакета сухой ромашки. Может быть, у вас есть травы в коробках в медицинских, аптечные, можно их использовать. Все, весь состав у нас готов уже. Сейчас я довожу до кипения, перевожу на медленный огонь, закрываю крышкой и варю 4-5 минут. Крышка должна быть плотно закрыта, чтобы у нас сироп не терял влагу. Через 5 минут я отключаю плиту и полностью охлаждаю сироп. Охлажденный сироп я процеживаю и отжимаю. Переливаем в любую емкость, в бутылку или в банку, в стеклянную, для хранения в холодильнике. Этот сироп хранится в холодильнике. Взрослым принимать по 1-2 столовые ложки, детям по чайной ложке. Этот сироп с сожженным сахаром, он останавливает сильный кашель. И также он идеальный и для продуктивного, и непродуктивного кашля. То есть здесь такой состав трав, что он подходит и для сухого, и для влажного кашля. Этот сироп останавливает сильный кашель и как бы облегчает его. Я знаю, что у каждого есть свой любимый рецепт, как приготовить настойку или сироп от кашля. Делитесь обязательно в комментариях, мы будем все использовать, все будем готовить. Также желательно проконсультироваться со своим доктором. Кому-то нельзя сахар, кому-то какой-то ингредиент не подходит. Каждый из вас знает, что ему можно, а что ему нельзя. Буду надеяться, что этот рецепт кому-то из вас пригодится. Делайте этот домашний сироп от кашля и не болейте. Будьте здоровы и до новых встреч!